Доброго времени суток, дорогие мои рукодельницы! Меня зовут Ирина, и я хочу вас пригласить сегодня на мастер-класс по вязанию шапочки крючком «Звездочка» с отворотом. Данный мастер-класс рассчитан на рукодельниц, которые имеют хотя бы минимальный опыт владения крючком. Шапочку мы будем сегодня вязать с отворотом, но связать ее можно также и без отворота, то есть на любителя. Если вяжется шапочка с отворотом, то она получается достаточно теплой, потому что вязка, она сама по себе плотная, мы вяжем в несколько нитей. Шапочка до минус 30 точно выдерживает, в ней тепло и не холодно. А для тех, кто шапочки с отворотом в любых расцветках связаны, и они красивый узор получается такой. Можно в любой расцветке связать, и она в любой расцветочке шапочка будет смотреться очень хорошо и красиво. И она, повторюсь же, очень теплая. Кто хочет, могут связать шапочку без отворота. Такая шапочка также она теплая, она достаточно толстенькая, потому что у нас такой узор. Вот. И эта шапочка, по моим наблюдениям, она выдерживает температуру где-то минус 15, минус 20 градусов. Но опять же, все зависит от того, какой пряжей вы будете вязать. Советую все же использовать в мастер-классе именно ту пряжу, которую я порекомендую. Если вы будете придерживаться всех рекомендаций, которые я даю в видео, то у вас результат получится именно тот, который вы увидите у меня. Именно так, как связана шапочка мной в этом видео. Хочу еще заметить, что это мастер-класс именно по вязанию шапочки узором звездочка. Я даю рекомендации, конечно, по выбору пряжи, рекомендую, какую пряжу использовать, но все-таки у меня есть свои секреты, какую пряжу я использую в определенных своих шапочках, поэтому этим секретом я пока не готова делиться. Надеюсь на ваше понимание в этом плане. Также хочу сказать, что это видео не подлежит распространению на каких-либо площадках, на YouTube, на Яндексе, на любых видеоплощадках, на которые заливаются видео, потому что в этом видео присутствую я. У меня есть свой канал на YouTube. Были случаи, когда выкладывали видео мастер-класс шапочки косами, который у меня был предыдущий. Все эти выкладки мной обжалуются, эти каналы блокируются, поэтому настоятельно не рекомендую выкладывать, потому что это видео назначено для личного использования, но никак не для распространения. Если вы хотите распространить данное видео, вы можете снять свой мастер-класс по моему же мастер-классу и, пожалуйста, свой мастер-класс выкладывайте. Но никак не то видео, в котором есть я, есть мои работы и мои подписи Ирина Ша. Также мне будет очень приятно, если вы свяжете шапочку и будете выкладывать ее в Инстаграме, выкладывать фотографии. Мне будет очень приятно, если вы будете ставить подпись «Шапочка Ирина Ша», либо связано по мастер-классу Ирина Ша. Это все, что я хотела вам сказать. Давайте приступать. Итак, давайте разберемся, какой махер, какая пряжа нам подойдет для шапочек. В шапочке условно я использую 3 вида пряжи. Первая — это основная нить, то есть это какой-то махер, либо теплая пряжа. Вторая ниточка — это добавка, я ее называю. И третья — это кид-махер. Итак, разберемся пока с первой частью. Первая часть — это у нас махер. Значит, допустим, если мы берем вот махер Ализе, он бывает разный. Классик, вот, это старый махер, и нью, это новый махер. Различия у них в составе самого махера.
количестве его. В старом мохере у нас здесь 70% мохера и всего 30 акрила. В новом же у нас 51, больше половины процентов акрила, 25 всего процентов мохера и 24 шерсти. Ну, не сказать, что он плохой, но по тактильным ощущениям он более такой акриловый, больше искусственный. Я из такого мохера не вяжу. Хотя, честно вам скажу, когда он появился, я связала из него фиолетовую шапку, вот такой же расцветки. Она у меня есть в ленте, кто у меня подписчики, те могут посмотреть. Я хожу в ней, вот уже эту зиму, будет 4-ю зиму я хожу, ему ничего не делается, он не скатывается и относительно носибельно себя ведет. Вот этот же мохер, если вы его найдете где-то еще в продаже, его сняли уже с производства, берите, не пожалеете, отличного качества мохер, теплый, мягкий, не колючий. Итак, я рекомендую его использовать, пожалуйста. Дальше, мохер Magic. У него тоже ниточка достаточно такая толстенькая. Есть очень хорошие расцветки у него. Он тоже пушистый, но ворс у него не такой длинный. Но его тоже можно использовать, достаточно мягкий. Дальше, Нака Аляска мягкая, вяжется очень хорошо, но у нее нету достаточно такого какого-то ворса пушистого. В составе верблюд. Вот. Опять же скажу, что можно использовать эту пряжу для вязания этих шапочек. Дальше, камея мохер. Девочки отписывались, кто покупал мастер-класс шапочку косами, говорят, отлично вяжется, хорошо. Ну, и лично я сама его не вязала, но нашла такой мохер в магазинах специально для мастер-класса, чтобы показать, что вот такой мохер есть. По отзывам писали. Ворс у него тоже такой длинненький, шапочка с него должна получиться пушистенькая. Но лично я, опять же, повторюсь, такой не вязала. Дальше, вот такая тоже пушистая пряжа, очень теплая, енот называется. Тоже ее можно использовать, но она чуточку потоньше, ее можно использовать вдвойне. Очень теплая. Девочки тоже писали, отписывались, что использовали, вязали такую пряжу, но сюда больше добавляли кид-мохера для мягкости. Это что касается мохера, той ниточки, которую мы берем за основу. Теперь перейдем к добавочке. Итак, добавка. Допустим, мы за основу взяли классический Alize мохер 70%. И что мы к нему добавляем? Мы не добавляем слишком толстую нитку. Мы берем ниточку где-то 100 грамм на 500 метров, можно 100 грамм на 400 метров. Ну, примерно вот такая толщина, потому что, чтобы шапка не была слишком тяжелой. Отлично подойдет для этого Нака мохер. Хоть это и написано мохер, он не особо пушистый, 100 грамм на 500 метров, ниточка тоненькая. Как добавка она будет отлично подходить к этому мохеру, только выбрать по цветовому сочетанию, чтобы удачно подходило. Дальше, опять же, Alize Angora Special. Ниточка тоже тоненькая, тоже такой у нее метраж достаточно на 500 метров, по-моему, да, 550 метров. Точно так же ее можно использовать. Дальше, золотое руно, германская ниточка, тоже тоненькая она, отлично подходит, и цвета у этой пряжи тоже можно выбрать. Я вот в магазине посмотрела, широкий выбор по цветовым вариантам. Дальше, очень хорошая теплая ниточка леопард. Я лично скажу, что я ее как-то пыталась добавить, но так как нитка толстая, но состав зато этой пряжи очень шикарный. Здесь кашемир, и пряжа по тактильным ощущениям очень наиприятнейшая. Я просто ниточку, она хорошо расслаивается на несколько ниток. Я ее разделяла, расслаивала ниточку и добавляла в шапку. Девочки писали, что тоже так делали. Мне одна девочка спрашивала, можно ли так сделать, потому что пряжа ей понравилась. И вот мы к такому выводу пришли, что мы ее расслаиваем и добавляем. Вот она отлично расслаивается. По желанию, вот если посмотреть, вот она, можно ее расслоить на несколько ниточек. Вот она в 3 ниточки расслаивается замечательно. Дальше, вот такой мохер Gold New Style.
Тоже он пушистый. Вот он, видите, какой пушистый. Толщина у него хорошая. В его составе хлопок. Я его пробовала, провязывала образцы. Образцы не садятся в сочетании, допустим, с этим мохером, если в цвет подобрать. Отлично дает результат. Пушистенькая пряжа и хорошо сочетается. Дальше дропсовский айр. Пожалуйста, вот эта пряжа отлично подходит. Несмотря на то, что ниточка толстая, она воздушная. И в какой-то мохер она отлично добавляется. И очень теплая получается. И прям такая воздушная легкая шапочка. Дальше. Также вот дроповский альпака силк, то есть тоже разные цвета. Вот я и вот такой цвет вязала в коричневой шапочке, красненькую тоже добавляла. Тоже замечательно, хорошо подходит. Думаю, ну, про эту пряжу не стоит говорить, ее все знают. Дальше вот такая вот альпака, я ее тоже люблю добавлять. Она ниточка тоненькая, тонюсенькая. Красивые цвета, это сиам, красивые цвета в сиаме, тоже выбор большой. И альпака, она сама за себя говорит, она дает теплоту. Я вот эту ниточку тоже часто добавляю, рекомендую. Так, ну про New Style я вам уже сказала, то, что мы его можем добавлять. Хороший мохерчик, мне понравился он. И если вы хотите более пушистого варианта, вот я сейчас для себя открыла вот такой вот Angora Gold от BB. Она прямо такая пушистенькая, прям нежная-нежная по тактильным ощущениям. То есть вместе вот если их добавлять, она вот так вот чудно получается. Что еще сюда мы можем добавить? Можем добавить вот такую пряжу Gazal Baby Wool. Она тоже небольшой такой, совсем легкий ворс имеет. Но пряжа по своему составу неплохая. Она имеет кашемир и мерино шерсть. Ниточка тоненькая. Вот, мы ее тоже можем добавить. И плюс, опять же, скажу про альпаку вот такую перуанскую. Отлично добавляется. Пряжа тоже достаточно мягонькая такая. И я опять же вам скажу, что я ее рекомендую. Теперь мы перейдем к самой тоненькой нашей ниточке. Это кид-мохер. Кид-мохера бывает много, кид-мохер бывает разный. Я не буду вам делать обзор на кид-мохер, я просто скажу, что кид-мохер использовать можно любой. Вот какой у вас есть, какой вы найдете, такой и добавляйте. Он любой хорош. Я добавляю всегда на BB. Мне очень нравится, у него разные. Сейчас очень много разных оттенков появилось. Ангора, опять же, от Сиама. Видите, какой у него тоже замечательный пушок. И вот именно эта пряжа мне нравится тем, что она имеет такой прямо шелковый отлив. Он очень красиво переливается. Дальше кид-мохер от Янард. Тоже, если вот вы увидите, у него вот такие вот красивые очень переливы. Вот это вот фиолетовая пряжа, а вот в молочном цвете у него вот такие вот тоже красивый отлив, это молочный такой цвет. Вот я такой кид-мохер тоже использую. То есть его сняли уже с производства, если вы где-то увидите, прям берите, запасайтесь, не пожалеете. Кто-то говорит, что он колючий, но такая тоненькая ниточка в мягком мохере и в мягкой какой-то добавочке, допустим, в альпаке, она не будет так чувствоваться. И лично я вот ношу шапочку, у меня добавлен вот этот фиолетовый кид-мохер, и не знаю, я не чешусь. Кид-мохер Ализе. Кто-то хает его, кто-то говорит, что он не очень хороший какой-то. Я не знаю, я с него тоже вязала. Он мягкий, не скатывается, ему ничего не делается. Девочки, вяжите. Замечательная пряжа тоже. Вот такой вот кид-мохер. Мохер или кид-мохер. Но он больше, ниточка вот тоненькая, видите, он подходит. И как кид-мохер его можно использовать, хотя он заявлен как мохер. Ну вот, это все. Материалы, которые нам необходимы для работы. Первое — это крючок номер 7. Мы им будем набирать начальную цепочку воздушных петель. Далее все остальное полотно мы будем вязать крючком номер 6. Эти оба крючка из набора гамма. Вот, мне не нравится, гладенькие, хорошо скользят, не цепляются. Далее нам понадобится крючок
3,5, любой крючок, не обязательно какой-то определенной фирмы. Он нам понадобится для закрепления нити, чтобы спрятать кончики, хвостики, где они у нас останутся. Иголочка вот с таким вот широким ушком для того, чтобы нам связать нашу макушечку, соединить. И, соответственно, нам нужен будет метровая лента для того, чтобы измерять раппорты нашего узора. Итак, нашу шапочку я выбрала специально такую пряжу, которая продается во всех магазинах, из которой можно элементарно и хорошо связать шапочку. Это золотое руно. Уже про мохер я говорила, повторяться не буду. И какой-нибудь любой кид-мохер. Какой у вас есть кид-мохер, подойдет любой. На этом я останавливаться не буду. Для того, чтобы начать вязать нам нашу шапочку, нам нужно измерить объем головы. Если вы погуглите в интернете, посмотрите разные способы, кто как измеряет и делает замеры объема окружности головы, то способов очень много. Я же предпочитаю вот такой вот. То есть именно так вы можете измерить объем головы. Теперь приступим к набору петель. Я предлагаю и всегда советую использовать набор петель, который называется 5 длин. Давайте с вами попробуем это сделать вместе. Допустим, у кого-то из вас объем головы вы измерили, у вас получился, грубо говоря, 56 сантиметров. Вот 56 сантиметров. Мы будем шапочку вязать не туго, значит, у нас шапочка будет на размер 56-58. Вот, откладываем на метре 58 сантиметров. И вот они, 58 сантиметров мои. Берем пряжу, которую вы выбрали. Я сейчас буду вам показывать на образце. На этой пряже более-менее она такая яркая, на ней будет более понятно. Вот я откладываю 58 сантиметров. Вот, у меня получилась вот ниточка 58 сантиметров. Так у меня не показывает от начала до конца. Вот 58 сантиметров. Вот такая вот длина. Вот. Теперь я эти 58 сантиметров, которые у меня на ниточке, я эту ниточку буду складывать в 5 раз. 1, 2. Вот так складываю. 3. Метр мне уже пока не нужен. 3. 5. Вот смотрите, у меня получилось 5 ниточек. 1, 2, 3, 4, 5. Основная ниточка у меня идет к мотку. И вот у меня здесь начало ниточки. Теперь я беру крючок и буду вязать не в сторону клубка, как мы обычно вяжем, а от клубка к началу. Просто набирать цепочку воздушных петель. Набираю. Оставляю небольшой хвостик. И что теперь у нас получилось? Вот у меня получилась вот такая тесемочка. Теперь мы опять берем метр. И откладываем наши 58 сантиметров. Прикладываем нашу тесемочку. Как мне вот лучше показать вам? Так вот, наверное.
Берем нашу вот эту тесемочку, цепочку воздушных петель, как хотите так назовите, и прикладываем ее к метру. И смотрите, у нас получилось, ну вот у меня получилось 60 сантиметров. Вот эти 2 лишних сантиметра я теперь могу с легкостью вот отсюда, с начала цепочки, взять и вот таким образом их подраспустить. Оставшуюся ниточку закрепить. Вот. Это самый легкий способ набора петель. Вот у меня получились мои, ну вот еще 1 сантиметр надо убрать, 58 сантиметров, которые мне нужно на шапочке. Но я их убирать не буду. Когда мы будем вязать шапочки, этот хвостик у меня будет болтаться. Почему я рекомендую такой способ набора петель? Во-первых, кто-то возьмет вот такую вот пряжу. Грубо говоря, это будет 100 грамм на 200 метров. А кто-то не найдет такую пряжу и возьмет 100 грамм на 300 метров. Она тоже подойдет для вязания. Но, соответственно, тот, кто возьмет пряжу 100 грамм на 200 метров, у него, если он посчитает петли, будет, ну, образно говоря, 100 петель в 58 сантиметрах. А тот, кто возьмет пряжу 100 грамм на 350 метров или на 300 метров, у того в 58 сантиметров будет 125 петель, к примеру. Поэтому давать рекомендации, что наберите столько-то петель на такой-то размер головы, это неправильно. Потому что я не знаю, какую пряжу вы будете брать. Ту пряжу, которую я порекомендовала, я написала, что предпочтительнее брать все же вот такую пряжу 100 грамм на 200 метров или на 250. Но даже в 200 или 250 различия в количестве петель будет. И поэтому для вязания нашей шапочки мы будем использовать вот именно такой метод набора петель. То есть набор петель 5 длин. Поэтому измеряйте свой объем головы, окружность. Берите пряжу, которую мы с вами уже посмотрели ранее, отмеряйте 5 длин и набирайте начальную цепочку петель. Перед началом вязания я всегда рекомендую провязывать образцы. Провязывайте образцы, подписывайте их. Для чего эти образцы? Кто-то скажет, зачем я не буду этого делать. Вот я провязала образец. Раппорт здесь, вот он равен 3 лепесточкам. Вот, я думаю, видно. 1, 2, 3. Вот она. То есть я беру сантиметр, когда я провязала, и измеряю. Вот у меня раппорт равен 3 сантиметрам. Вот они, 3 лепесточка, 3 сантиметра. Допустим, у меня объем головы, мне нужно связать шапку на объем головы 56-58. То есть я беру 58, делю на 3 сантиметра, и у меня получается 19 раппортов я должна связать. Я всегда делаю пометочки, то есть у меня на размер 56-58, если шапочка идет с отворотом, это 19 троек, 19 раппортов. Вот, поэтому когда я привязываю всегда к образцу, и когда в следующий раз мне нужно связать, я уже вижу, какую пряжу я здесь использовала. Вот я подписываю с обратной стороны, какая у меня тут пряжа. По ниточке я уже могу определить. И у меня уже подписано. Мне уже не нужно просчитывать, вязать дополнительно образец. Оно все это удобно. Поэтому перед началом вязания я рекомендую вам свяжите образец. Итак, вот у меня получается тройная ниточка. У меня здесь бибишный кид-мохер итальянский, длинноворсовый мохер пушистый и мериносовая шерсть. Значит, сейчас я складываю ниточки в 5 раз, чтобы у меня получилось 5 длин. Мне нужно вязать на размер 56-58. Я уже на глаз примерно знаю, сколько это. Вы отмеряйте по сантиметрам свой объем головы. Итак, мы складываем. 2, 3, 4 и 5. Вот, у меня получилось 5 длин. Вот такая вот тесемочка, кучка. Как я говорила,
те крючки, которые нам необходимы. Первый крючок — это семерка. Мы этим крючком, семеркой, будем набирать начальную цепочку. Дальше будем переходить на крючок номер 6. Итак, будем набирать наши воздушные петли со стороны мотка. То есть таким образом, никаким не особенным, обычным способом, кто как умеет, набираем воздушные петли. Когда мы провязали нашу цепочку воздушных петель, мы крючок номер 7 убираем, он нам не нужен, и переходим к крючку номер 6. Берем цепочку нашу воздушных петель. Ниточка, которая уйдет к клубку, у нас здесь в начале вязания, и мы вводим крючок вот верхнюю. Старайтесь не вот в эту вот нижнюю петелечку выводить, а верхнюю. Вот посмотрите, вот она у меня верхняя, и я буду вводить крючок именно вот в верхнюю петельку, не за нижнюю, а верхнюю. Ввели и набираем 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 воздушных петель и от крючка отсчитываем назад 3 петельки. 1, 2, 3. И вот в третью воздушную петлю мы будем провязывать 3 вытянутых петли. То есть мы делаем, чуть-чуть оттягиваем ниточку вот так на крючке, делаем накид на крючок, и вот, которую отсчитали, в третью петельку будем провязывать 3 накида и вытягивать 3 петельки. 1, опять делаем накид на крючок, в эту же петлю провязываем 2, делаем накид на крючок и в эту же петельку провязываем 3. Вот у нас 3 вытянутых петли на крючке. Дальше мы будем вязать вот в начальную цепочку, откуда мы провязывали 6 воздушных петель подъема, в эту петельку мы будем провязывать следующие 3 вытянутых петли. Опять делаем накид на крючок и в эту же петельку вводим крючок и вытягиваем. Еще 2 раза накид на крючок, ввели, вытянули, накид на крючок, ввели и вытянули петельку. Не забываем вот так все петельки подтягивать на крючке, чтобы нигде не оставались у нас лишние ниточки. Дальше, теперь от этой петельки отсчитываем третью воздушную петлю по нашей цепочке. 1, 2, 3. И вот в третью петельку мы будем вязать следующие 3 вытянутые петли. Делаем накид на крючок и в эту петлю вводим. Старайтесь вязать верхнюю, за верхнюю петельку, не за нижнюю, а за верхнюю. Будет смотреться эстетичнее. Вводим и протягиваем. Подтянули. Опять накид на крючок в эту же самую петельку, куда вязали. Опять вводим крючок и протягиваем. Накид на крючок, ввели, протянули. И так вот у нас получилось 3 лепесточка, которые мы связали. И теперь мы будем их провязывать вместе. Мы подхватываем рабочую нить, придерживаем этой рукой левой наши все петельки и провязываем через них аккуратненько. Протянули ниточку. Протянули. Распрямили вот так наши тут все ниточки, чтобы они все ровненько были, и провязали их вместе. Вот у нас получается 1, 2, 3 трехлистник у нас получается. Первый листочек, второй, третий, где провязываем 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. Опять чуть-чуть оттягиваем ниточку, делаем накид на крючок, и теперь будем также 3 вытяжки петелек делать вот в эту петельку, которой мы соединяли наш трехлистник. Сделали накид на крючок, ввели, захватили нить рабочую и протянули, оставили на крючке. Опять сделали накид, в эту же петельку ввели крючок и протянули. Накид, ввели крючок и протянули. 3 вытянутые петли на крючке. Дальше мы будем вязать
в петлю, где мы провязывали последний наш трехлистник предыдущего раппорта. Сделали накид на крючок, вводим в эту же петельку и точно так же 3 раза будем вытягивать петли. 1, 2, все вяжем в одну и ту же петлю, 3, связали 3. Следующие 3 петли будем вязать, отсчитывать опять 1, 2, 3 в третью петельку воздушной цепочки нашей набранной от последней петельки, в которую мы вязали. Сделали накид на крючок и в третью петельку мы провязываем. Вытянули ниточку, вытянули, держим ее на крючке, опять делаем накид на крючок и в эту же петельку опять вводим крючок и протягиваем нить. Сделали накид на крючок, опять сюда ввели и протянули. Таким образом у нас опять получилось 3 листика на крючке. Подхватили рабочую нить, эти все вместе вот так вот я всегда беру, их держим и через них протягиваем нить рабочую. Протянули и закрепили. Вот мы провязали 2 раппорта. Вот они, 1, 2. 3 воздушных петли, 1, 2, 3. Вот они, видите, как у нас, вот когда мы вот так посмотрим сверху, у нас как цепочечка такая получается, вот ее видно. Это когда мы будем смотреть сверху. Вот 3 воздушные петли провязали. И дальше мы вяжем опять то же самое. Чуть-чуть маленечко ниточку оттянули. Сделали накид на крючок. И будем вводить его вот сюда, вот где мы соединяли наш трехлистник, в эту вот петельку. Накид на крючок и все то же самое. 1 раз накид, ввели, протянули нить, 2 и 3 точно так же в эту же петельку. Дальше будем вязать в последнюю петельку нашего предыдущего трилистника, предыдущего раппорта. Сделали накид на крючок и вводим в эту же петельку. 1, 2, 3, ввели. Отсчитываем 3 воздушные петли нашей начальной цепочки. 1, 2, 3. И в третью петельку опять делаем накид на крючок, вводим и провязываем. 1, 2 и 3. Вот у нас опять трехлистник такой получился на крючке. Подхватываем рабочую нить, держим их все вместе и через все 3 листника вот у меня соскочила. Что делать, если у нас нить соскочила? Вот сразу вам покажу. У меня зацепилась и соскочила. У меня осталась 1 петелька. Ничего страшного. Я точно так же их сюда довязываю. 2, 3, сколько необходимо. Опять подхватываю рабочую нить, держу и протягиваю через все петельки. Вот так вот. Протянула и провязала. Вот. У нас получилось 3 раппорта. Когда мы провязали, если кто-то, допустим, не провязал образец, то вот когда мы провязали начальную цепочку, вы можете уже тут даже измерить, сколько у вас сантиметров 1 раппорт. Измерили в сантиметрах и определили, сколько вам нужно раппортов на ваш объем головы. И провязываем так дальше, полностью по нашей цепочке. То есть по своему образцу я вам показывала, что я буду вязать на шапочку с отворотом. Мне нужен 19 троечек, 19 раппортов. Поэтому я сейчас довязываю до конца свои 19 раппортов и буду показывать вам, как мы будем соединять ряд. Мне нужно провязать 19 раппортов. Я вот провязала 17. Сейчас я вяжу 18 раппорт. И буду завершать ряд.
третью петельку. Так, и вот теперь мы вяжем последний и будем соединять. Итак, также начинаем провязывать. 1, 2, 3. Сюда тоже 1, 2, 3 вытянутых петельки. В третью петлю 1, 2, 3, в третью петельку провязываю 1, 2, 3. Вот у меня получается. И протягиваю вот таким образом. Я протянула, но не закрепляю эту ниточку. Итак, как мы соединяем? Мы оставили на крючке вот одну петельку. Теперь мы берем вот самый первый раппорт, где у нас было 6 воздушных петель. И вот эта вот цепочка, вот где мы вязали, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петель. Находим шестую петельку. Вот шестую петельку мы находим, вот она у нас. Вот. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот тут вот они. И вот под вот эту вот именно цепочку мы будем соединять. Итак, вот мы ее имеем в виду, что она у нас вот здесь. Тут мы подтягиваем ниточку. Вот таким вот образом. Вот здесь у нас 6-я воздушная петля. Здесь у нас вот недовязанная петелька. Вводим крючок в 6-ю петлю. Подтягиваем ниточку. Натянули рабочую нить. Подхватываем ее и протягиваем. Вот таким вот образом у нас получится. Здесь я пока не закрепляю, я буду закреплять в самом конце вязания, когда уже шапочка будет связана. Дальше переход на следующий ряд. Также вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем все точно так же, как мы начинали вязать нашу шапочку. Делаем чуть-чуть, оттягиваем ниточку, делаем накид, находим 1, 2, 3, третью петлю от крючка и вводим крючок. Провязываем сюда 3 вытянутые петли. 1, 2 и 3. Провязали. Следующую петлю мы находим там, где у нас было место соединения вот этих вот ряда, где место соединения ряда было последнего и первого раппорта вязания. Это вот она у нас здесь. Вот она, петелька эта. Также делаем накид на крючок и в соединение между первым и последним раппортами в эту петельку провязываем 1, 2 и 3 накид сюда. 6 вытянутых петель на крючке. Вот. Дальше. Следующее мы будем вязать. Вот смотрите, когда мы вязали в первом ряду, провязали первый раппорт, и вот у нас вот трилистник мы связали, и у нас вот эта вот дырочка такая у нас здесь получается, вот она. И вот именно сюда мы будем вязать следующий трилистник наш. Делаем накид и вытягиваем, накид и вытягиваем. Также провязываем. Провязали и протягиваем через все это рабочую нить. Соединили. Вот таким образом у нас получилось. Опять 3 воздушных петли подъема.
чуть-чуть оттянули нить, накид на крючок и опять вяжем вот сюда в верхушечку, верхушку нашего трилистника, в основание. Раз, два, три. Связали. Следующую будем вязать вот сюда, вот будем вязать в основание, где у нас вот дырочка, вот это в предыдущем ряду, где вот у нас трилистник вот этот был, вот сюда мы вяжем следующее. Делаем накид и провязываем сюда. Раз, два, три. Опять делаем накид на крючок и в следующий трилистник вот сюда вот вяжем еще 3 вытянутые петли. Раз, два, три. Провязали. Провязали, подтянули все ниточки и провязываем их все вместе. Провязали, закрепили 3 воздушных петли. Провязали 3 воздушные петли, оттянули опять ниточку и то же самое повторяем в цепочку основания. 3 вытянутых петли. Раз, два, три. Провязали. В трилистник предыдущего ряда делаем накид, провязываем. Раз, два, три. Подтянули все петельки, накид, и в следующий петельку в трилистник предыдущего ряда. Раз, два, три. Провязали, подтянули. И у нас вот таким образом получается вот такая красивая звездочка, цветочек, трилистники, как хотите, так и называйте. И таким образом мы провязываем ряд до конца. Хочу еще раз показать, как соединять конечную наш раппорт с началом в конце ряда. Я довязываю второй ряд и провязываю последний раппорт. Вот я связала. И третью, вот когда мы подошли, у нас вот мы вязали первый трехлистник. Мы провязали первые 3 петельки, вторые мы, и следующие 3 петли мы будем вязать. Вот смотрите, вот где у нас соединяются 2 раппорта, вот в эту прямо дырочку. Вот, чтобы вы лучше видели, вот у нас соединение, и вот в это соединение мы будем провязывать, получается, 7-ю, 8-ю и 9-ю вытянутую петлю. Итак, мы делаем накид на крючок и вот сюда вводим его. Вытягиваем первую петельку, сюда же вторую провязываем. И сюда же провязываем третью. Провязали, протянули через все 9 петель ниточку рабочую, подтянули ее хорошенько, чтобы она была подтянута. Берем начало нашего вязания и будем провязывать, вот находим цепочку, где мы делали 6 воздушных петель подъема, вводим сюда крючок в эту цепочку, подхватываем рабочую нить и протягиваем вот таким вот образом, и протянули. Все, мы соединили первую и последние наши раппорты, мы соединили второй ряд. Следующий ряд мы точно так же будем вязать, как мы вязали второй ряд, и соединять его точно так же будем. Начинать будем с 6 воздушных петель подъема точно так же, и вяжем все точно так же. Провязываем столько рядов,
сколько нам нужно. То есть каждый здесь для себя определяет сам, сколько будет он провязывать рядов. То есть ряды мы считаем вот так: раз, два, три, вот это первый ряд, раз, два, три, второй ряд. То есть по 3 листника мы считаем ряды. Вот, провязывайте, смотрите, кто-то вообще коротенький отворот сделает, кто-то побольше отворот. То есть выбирайте высоту своей шапочки сами. То есть провязываем столько рядов, сколько нам нужно. Я провяжу свои ряды и буду показывать, как мы будем завершать шапочку и прятать ниточки. Я провязала 8 рядов шапочки. И на что хочу обратить внимание. Вот посмотрите, тут очень важно еще плотность вязания соблюдать от начального ряда до того ряда, где вы вяжете. Это середина, это или конец вязания. Чтобы шапочка не уходила в расширение. Бывает так, что когда вяжешь шапочку в начале вязания, одна плотность вязания, потом что-то меняется, либо начинаем туже вязать, либо слабее, и шапочка, она либо в ширину уходит, либо уже, и потом, когда мы делаем отворот на шапке, это не очень хорошо получается на конечном результате. Я провязала 8 рядов. Вообще вот эти 8 рядов, вот при той пряже, которую я вам сказала, достаточно, чтобы закончить шапочку без отворота. И чтобы довязать шапку с отворотом, мне нужно связать еще 5 рядов. То есть в шапочке с отворотом у нас всего будет получаться 13 рядов. Итак, вяжем дальше. Мы довязали нашу шапочку. У нас получилось вот такое вот полотно. И здесь каждый из вас уже определяет сам, где у него будет, с какой стороны отворот, с какой стороны у него будет макушка. Я всегда делаю отворот с той стороны, где заканчиваю вязание. То есть вот закончили вязание, у меня с этой стороны отворот. Вот эту цепочку воздушных петель мы берем крючочек, и крючком она очень хорошо и удачно у нас распускается. То есть вот так потянули, она распустилась. Нам нужно здесь ее соединить, эту ниточку. То есть мы берем, я беру крючок, вы можете своим каким-то любым другим способом, подхватываю ниточку, протягиваю и закрепляю. То есть каких-то тут таких премудростей по закреплению нету. То есть каждый из вас может закреплять удобным ему способом. Вот. И чтобы потом вот этой дырочки не было, я вот так вот в серединку еще сюда протягиваю ниточку, чтобы закрепить и убрать расстояние, которое там получается. Вот таким образом у нас дырочки нету. И опять в начало, чтобы ниточка была у нас сверху. Все, закрепили. Теперь нам нужно сделать макушку. Как я вам говорила, у нас шапочка, если мы вот ее вот так вот отвернем, мы увидим, то есть может на видео это будет не видно, но вы увидите, что с одной стороны у вас как бы немножечко гладенько, с другой стороны немножко попушистее так получается. У меня вот тут еще кончики торчат. Вот, то есть вы сами смотрите и определяете, с какой стороны у вас что будет. Если вы хотите попушистее отворот, пожалуйста, затягивайте так. Если хотите по-другому, то выворачивайте наизнанку. Вот, значит, чтобы нам стянуть макушечку, для этого, как я уже говорила, мы берем вот такую вот иголочку с большим ушком, вставляем в нее нашу ниточку. Вот. И стежками, так как где у нас была начальная цепочка, мы вот, я лично в эту петельку, в каждую петельку вот так вот иголочкой прохожу и стежками
провязываю всю макушечку. Вот, мы довязали. Я разрезаю ниточку. И стягиваю макушечку. Просто ее завязываю. Сильно-сильно стягиваю ее. Все, стянула. Дальше вот эта ниточка у нас, которая была, я ее тоже подрезаю. И эти ниточки кто как закрепляет. Ну, я вот просто, у меня уже такое, не знаю, не сказать, что это фирменное, но я просто заплетаю вот так вот косичку из этих 3 ниточек, которая остается внутри. Вы можете закреплять как вы хотите. У меня уже все мои покупатели, кто покупает, никто не удивляется. Уже все знают, что внутри у меня хвостик с косичкой. Вот. Потом разделяю и просто завязываю. Вязала, обрезала. Ну, такая смешная у меня получается такой хвостик. Он, в принципе, не мешает. Все, вот такое у меня получилось дело. Я выворачиваю наизнанку. Так, здесь оставшийся хвостик я закрепляю точно так же, как я вам показывала на макушечке. Прячу ниточки под отворот, чтобы он не снаружи был, а когда отворот закроется, у меня все под отворотиком было, все красиво. Ничего, чтобы нигде не торчало. Вот таким вот образом все затягивается, и в пушистой пряже эти хвостики вот они прячутся, их не видно. Точно так же, где у вас моменты соединения вот пряжи были, тоже вы все хорошо завязываете. И это все уходит в отворот, их даже не надо куда-то там прятать. Все, в пушистой пряже оно все отлично прячется. Отворачиваем отворот. И вот такая вот пушистая, теплая шапочка, которая подойдет на зиму до минус 30 без сомнений, у нас вот такая с вами получилась. Все во мне, и эта музыка, ночь в тебе. За окном белый снег исчезнет снова, и я буду петь для тебя, для любви.
Снова и снова